Прошло достаточно времени, чтобы вы не сказали, что я хайпую, пользуюсь несчастьем для того, чтобы накрутить себе просмотров. Поэтому сейчас, наверное, имеет смысл уже высказаться по поводу произошедшего в районе поселка Волна, Анапы, Веселовки. Я имею в виду разлом двух танкеров и разлив нефти, мазута. Причина понятна, да? То есть жажда наживы, бесконтрольная коррупционная деятельность судовладельцев, использование судов, которые были сделаны абы как, плюс еще большого возраста. Ну и район, там постоянно что-то происходит, потому что большое волнение всегда, интенсивное движение судов в районе Керченского пролива, шторма, ветер. Но я не специалист в разборе катастроф на море, зато могу сказать по поводу того, все-таки у меня есть образование определенное, могу сказать по поводу того, что я вижу в связи с катастрофой. Давайте начнем с самого важного, с людей. Я понимаю желание волонтеров что-то сделать в этой ситуации. Я понимаю желание волонтеров что-то сделать немедленное. Но тот, кто участвует в сборе этого мазута, он должен быть минимально, как минимум, обеспечен средствами индивидуальной защиты. Все-таки нефть и мазут, как нефтепродукт, токсичен. И условия там, я так понимаю, далеки от комфортных. То есть шторм, ветер, холод. С одной стороны, это хорошо, потому что нефтепродукты, они летучие, и мазут при похолодании, при более низкой температуре, он менее летуч, но все равно тем волонтерам, которые принимают там участие лично в сборе, контактируют с этими продуктами, рекомендую использовать средства индивидуальной защиты, прежде всего органов дыхания, а потом уже кожи, кожных покровов. Ну, естественно, на очки в обязательном случае, чтобы ничего в лицо не попало. В смысле, в глаза, в слизистые. Соответственно, какой-то респиратор бы я ему рекомендовал. И хотя я вот подумал, а респиратор может улавливать? Не абы какой, нужен определенного типа, чтобы улавливал летучие углеводороды. Надо подумать, какой, посмотреть. Возможно, я найду, напишу тип индивидуального средства защиты органов дыхания, которые нужно применять этим волонтерам. Ну, кожные покровы, понятно, перчатки. Теперь давайте подумаем, что делают эти волонтеры. Они собирают загустевшую из-за низкой температуры нефть, мазут, собирают в мешки, как я понимаю, из того, что я видел, мешки, в которые упаковывают, допустим, муку. То есть там полипропиленовый этот обычный мешок, типа мусорного, внутри есть вкладыш из пластика. То есть, по сути, это двойной мешок, если я правильно понимаю те видео, которые я вижу. Но я где-то на видео видел и черные мешки, типа строительных, плотные такие мешки. Окей. Вы собрали мазут вместе с песком в этот мешок. Дальше предполагается, что мешок будут вывозить на
специально оборудованный полигон. Ну, во-первых, мазут агрессивен, он будет потихонечку разъедать этот мешок, а песок в данном случае будет выступать в роли абразива, то есть он будет механически деформировать пластиковый полиэтиленовый пакет внутри мешка. В общем, это достаточно временное, там, на пару дней решение. Потом оттуда будет потихонечку этот мазут, особенно его какие-то более текучие, легкие фракции будут из него, из этого мешка вытекать. А галочка уже стоит, что это место убрано. Дальше. Эти мешки надо собирать техникой, ну или вручную, опять же, куда-то в какой-то автомобиль. Как я понимаю, на берег КАМАЗы без полного привода не могут выехать. То есть нужен трактор полноприводный, чтобы он это все, или погрузчик типа бобкэта, или трактор, или что-то такое, что не завязнет в этом песке, чтобы собирать эти мешки. И самое важное, ну хорошо, у вас появляется большое количество загрязненного грунта. Вам его нужно куда-то вывести, там проводить очистку. Куда? Где эти места, где в таком объеме могут провести очистку грунта от нефтепродуктов? Это большой вопрос. Одно дело достаточно легкий, плюс-минус мазут. Другое дело песок с мазутом. То есть объем больше, масса больше. Ну и теоретических действий по расчистке больше. Давайте зададимся вопросом, могут ли волонтеры существенным образом при таких тысячах тонн вылившегося мазута, могут ли волонтеры при таких объемах кардинальным образом решить вопрос? Создать видимость решения вопроса могут. То есть вот они убрали на каких-то участках пляжа, потом какая-то фракция мазута, которая опустилась внутри толщи воды из-за того, что холодная она стала, менее плавучая, опустилась эта фракция вниз. С потеплением что-то, что ушло вниз, будет подниматься вверх. Или будет волнами, течениями переноситься в другие районы Черного моря. Я полностью понимаю и поддерживаю то, чтобы волонтеры чистили птиц, дельфинов, любую живность, которая попадает в это. Но если рассматривать альтернативные способы, вот лежит этот мазут как какой-то полосой на прибрежной территории. Если бы централизованно российское государство, специальные службы занимались бы, допустим, распылением реагентов на этой территории, вот как я видел, полностью черный пляж на видео, то, возможно, это было бы более быстрое и общее решение, потому что пляж все равно придется очищать. Все равно, как с потеплением, мазут полезет из-под песка. И я с своего детства помню Туапсе, городской пляж, через речку от терминала, где заливают как раз танкеры Роснефти. Стоят еще эти емкости в самом порту.
Не такие большие, как на нефтебазе, но все равно. И вот оттуда все время на пляж городской приплывают пятна мазута. И по большому счету мое детское воспоминание о пляже это то, что ты пойдешь туда плавать, и ты выходишь, на тебе куски мазута, и на камнях очень много мазута, и на песке там такой пляжик смешанный. Вот. То есть обязательно этот мазут будет просачиваться. Его бы неплохо убирать реагентами, разрушать его реагентами, чтобы и тот, который находится в толще песка, мазут, и тот, который в толще воды, чтобы он разрушался. Почему это не делают власти, я не знаю. Если бы эти тысячи волонтеров, как я видел, якобы тысячи, судя по видео, тем или иным, написали бы обращение во все соответствующие органы с депутатом всех регионов, сколько у нас там, около 500 депутатов в Государственной Думе, плюс сенаторы и все такое. То есть, если бы создали этой проблеме общефедеральный уровень, а то и международный, потому что все-таки Черное море международный водный объект, и это мазутные пятна могут куда-то еще попадать, то, возможно, это больше бы принесло пользу, чем своими руками сейчас убирать, вот сколько ты можешь за весь день убрать небольшую территорию. Почему я не считаю, что могу понять действия волонтеров, но не поддерживаю их? Потому что для телевидения есть картинка. Вот волонтеры убирают, у нас все идет, процесс идет. Если бы волонтеры в это время долбили бы своих депутатов, долбили бы своих каких-то там общественные организации, своих администраций, то я думаю, что эффекта было больше. Но это мои предположения. Я считаю, что здесь должны были участвовать. Во-первых, давайте так. Я, видите, не буду говорить, что подпишитесь и все такое. Вы и так все это знаете. Напишите свою точку зрения. Вот мне правда, особенно жители Краснодарского края и Анапы. Давайте так. У нас на территории Краснодарского края есть Краснодарнефтегаз. Большое предприятие. Есть Черномортранснефть, тоже большое предприятие, которое занимается транспортировкой нефти. У них есть инфраструктура, методы борьбы с разливом нефти. Да, эта нефть разливается как говорят в Роснефти и вообще у нефтяники, на промыслах. Да, есть там лужи с жидкостью скважиной, то есть это смесь воды и нефти, нефтепродуктов. Как раз вот с этим, по сути, и сталкиваются волонтеры. То есть смесь воды, мазута, все вместе. Почему Роснефть и Черномортранснефть не занимается Краснодарнефтегаз? Я не понимаю. Есть Каспийский трубопроводный консорциум, недалеко в Новороссийске. У них тоже бывают разливы нефти периодически. Тоже есть методы, техника, люди, которые могут бороться с разливами. Я не могу понять, почему жители Анапского района, Темрюкского района, Новороссийска не прикладывают должных усилий, как и все остальные волонтеры, к тому, чтобы задействовать промышленные мощности, которые, мне кажется, все-таки более эффективны, чем лопата и мешок, который все равно протекает. По поводу
Куда вывозить? Вот очень многие вопросы сейчас начали задавать. Куда вывозить? В 2021 году я был одним из лидеров организации волонтерской помощи подтопленцам в Горячем Ключе. Мотался несколько месяцев с 6 июля, организовывал помощь, информирование, взаимодействие разных групп волонтеров. И я за все это время видел следующие действия властей. Смешанный мусор, абсолютно разнотипный пластик, дерево, камни, мебель, детские игрушки, все-все-все вместе. Вот все, что находили в станице Пятигорской, в Горячем Ключе, в тех районах, которые затопили, но в основном станица Пятигорская, она приняла основной удар. Хотя и в курортном. Все это вперемешку власти совершенно спокойно вывозили на закрытый, неэксплуатируемый полигон в Горячем Ключе. То есть, как мне тогда объясняли, было объявлено какое-то локальное ЧС. И вот в состоянии этого локального ЧС весь мусор по необходимости, надо же было куда-то возить, летом, когда было тепло, вывозился на полигон. Потом это было в 2021 году. Потом этот мусор начал резко гореть. То ли его поджигали, то ли он самопроизвольно начинал гореть. Ну, то ли и то, и то. Но горел именно этот мусор, в том числе, который вывезли из подтопленцев. То есть, о чем я хочу сказать. Когда была острая необходимость, власти Горячего Ключа, видимо, по согласованию с прокуратурой, с природоохранными органами, вывезли все это дело на закрытый муниципальный полигон. Потому что ближайший, куда можно было бы теоретически таскать, это или в худшем случае Белоречка, а в лучшем случае Белоречка и Белореченский полигон, или Капанской в Краснодаре, далеко. Все вывезли вот туда, вот в Горячий Ключ. То есть, в принципе, наверное, и этот мусор при необходимости, в смысле загрязненную землю, можно было вывозить на мусорные площадки. Если планируется с этим мусором какую-то проводить дальнейшую утилизационную деятельность. Потому что полигон в Горячем Ключе сразу после этого начали рекультивировать. Вот. Если не вывозят, или вывозят далеко, может быть, не планируют ничего с этим делать, но просто вывезли с глаз долой, и все. Опять же, больше вопросов. Дальше. Какие последствия? По поводу летнего сезона. С одной стороны, властям Анапы, Темрюка и Новороссийска в масть, что называется, то, что в России не так уж много курортов, куда можно поехать на море. Анапа была одним из самых дешевых. И, вероятно, есть некий расчет, что людям деваться будет некуда, поедут туда. Даже если там будет мазут. С другой стороны, Анапа — это как раз то место, где хорошо, очень хорошо прогревается вода. И как раз ближе к Азовскому морю. И значит, вот этот весь мазут, все, что можно прогреться, прогреется. А как вы помните, нефтепродукты или любое масло легче воды. То есть эта пленка, она будет плавать сверху. Она будет испаряться, и вы хотите, не хотите, и вы, и животные, то есть и люди, и животные, они будут контактировать с этими нефтепродуктами. И они будут разогреваться в толще песка,
и будут выплывать на поверхность. Почему я считаю, что может быть лучше, когда мазут сверху песка находится, или пускай присыпан, но небольшим слоем песка, тогда его обработать реагентами, которые могут через небольшой слой вот этого пороши песчаной проникнуть и в толще песка начать реагировать с мазутом, чем смешать тонны песка и мазута и потом пытаться их уже в другом месте, то есть, не знаю. Ну, опять же, подчеркну, я не сталкивался с ликвидацией разливов нефти, не могу сказать, как в данном случае, но, опять же, простая логика подсказывает, что более промышленные методы борьбы с нефтью, которые есть у Транснефти, Краснодарнефтегаза и КТК, более эффективные будут, чем действия волонтеров. Хотя я их понимаю, душевный порыв. Можно поставить крест на рыбной ловле. Я ездил как раз вот в эти районы, когда жил в Краснодаре. Ездил за рыбой в Новороссийск, туда дальше, в Тюмрюк. Там отличнейший был выбор рыбы. Увы, на ближайшие несколько лет можно об этом забыть. Потому что рыба будет вся, деваться некуда. Это все будет оседать на дно, будет в толще воды плавать. Это будет перемешиваться, это будет отфильтровываться всякими рапанами и мидиями, потом это будет, то есть обычная цепочка биологическая, все равно это будет попадать в рыбу и в дельфинов, потому что они питаются рыбой. Увы, по рыбоводству, вообще по рыбной ловле в этом районе нанесен жесточайший удар. Будут ли какие-то последствия у виновников? Какие-то будут, не очень заметные. Потому что те, кто наказывают, они прекрасно понимают, почему это произошло. В силу каких причин. Может быть, именно поэтому, чтобы, так сказать, не раздувать тему, нету множества видео, как там, стольные ряды спасателей, военных, МЧС, допустим, натягивают какие-то там заграждения, распыляют что-то там с вертолета, вылавливают централизованно прямо в воде птицы, их чистят, чтобы, так сказать, не портить картинку. Тут Новый год через несколько дней. Зачем вам плохие новости, правда ведь? Не об этом сейчас должна голова болеть. Но увидите, как в ближайшие месяцы все это повсплывает все равно. Я не верю, что сможет очистить хоть сколько-нибудь значительно это все волонтерами. Стоит теплу, где-то с марта, апреля солнышку пригреть, а в Анапе хорошо солнечно. И это все опять будет всплывать, все информационная повестка пройдет, и все об этом забудут. Именно поэтому я считаю, что волонтеры были бы полезны, как агитаторы, которые бы массово призывали всех и вся во всех регионах России уделить этому вопросу федеральное внимание. И я вот только что вспомнил, что-то похожее было по масштабам. Да, помните, несколько лет назад, кажется, в Норильске, где-то там, разорвался огромный танк с резервуар с дизельным топливом, насколько я помню. И все это вытекло в сибирские северные реки. Я что-то не слышу, чтобы кого-то прям жестко за это покарали, и я не слышу, чтобы какие-то масштабные мероприятия по
ликвидацию последствий, это сопоставимый с тем размером катастрофы, масштабом, который был, проводились бы. Ну, там, по-моему, 1 или 2 резервуара разорвалось, а здесь все-таки вряд ли в них было 1000 тонн дизеля. Ну, здесь 2-3 танкера, сколько там сейчас? 2 точно, а сколько на самом деле протекло? Еще один, по-моему, на мели где-то там сидит. Ну и в заключении, помните, я вам рассказывал о том, где лучше жить на побережье Краснодарского края? Я очень-очень, месяц назад примерно, очень хвалил район как раз Утреша, район Выселовки, Волны, говорил о том, что там чисто, там особый микроклимат. Все, я теперь вынужден, а МСХАКа хвалил, и теперь вынужден взять свои слова обратно. Нет, ребята, на ближайшее время где-то примерно от Кабардинки, потому что все-таки она очень близка от Новороссийска. Вот примерно от Кабардинки до Темрюка я вам не рекомендую не отдыхать и не селиться. Почему вы будете последствия этой катастрофы на себе ощущать. Еще должен отдельно отметить, что, во-первых, проблема Темрюка — это угольная пыль, бесспорно, ровно как и в Туапсе. И, во-вторых, должен вам вишенку на торте сообщить о том, что как раз около этого поселка Волна строится перевалочный пункт для аммиака. Ну вот представьте себе, аммиак, кстати говоря, куда как более гадкая штука, чем мазут. Вот представьте себе, что большой-большой резервуар или танкер попадет в аналогичную ситуацию. Резервуар, допустим, беспилотник прилетит, а танкер разломит. Ну, они более свежие, наверное, но тем не менее, все может быть. Усталость металла, ошибка какая-то сварщика или еще что-то. Представляете, что будет похоже, если вот в этом же месте произойдет разлив 1000 тонн аммиака? А ветра там дуют в разные направления. Нет, чтобы там он только в одном направлении дул и все. Что случится с поселком Волна? Что случится с Таманью? Что случится с Анапой? Витязево? Ну, резюме. Те, кто занимается курортным бизнесом, попали. Те, кто занимается выловом рыбы, попали. Те, кто строил там на продажу недвижимость, попали больше всех. На них куча факторов влияет на их бизнес. А этот теперь уже никому не расскажет, что вот тут экологически чистый район, Витязевский лиман. Вот. Те названия, которые произносят, я прям там ногами ходил и ездил на машине. Вот. Пески там, да, такие, застревал. Вот, поэтому к вопросу о том, что вот ты вкладываешься, как я вкладывался в строительство дома, а его тебе сожгли, все твои инвестиции, 15 лет, все, что ты заработал, почти за всю свою трудовую жизнь, все сгорело. Ну, то же самое люди там вкладывались, какие-то фермы, чего-то по выращиванию каких-нибудь мидий, моллюсков, рапанов, я не знаю, чего там, рыбные фермы, все это. Ну и какой-нибудь домик, если вы строили на продажу в Тамане или в Волне, все уже не получится. Уже все знают, что у вас там плохо с экологией на ближайшие, лет 5 как минимум. Волонтеры, конечно, замечательные люди, я не спорю, но я вас хочу предостеречь. Ваше волонтерское движение, особенно вот такие настоящие буйные, инициаторы всех вот этих вот телеграм-каналов, чатов,
Вас уже всех взяли на карандаш. Будьте осторожны, потому что власть категорически не приемлет самоорганизацию, горизонтальные связи. У вас там сейчас в чатах по 5-6 тысяч человек, идейно сплоченных. Вот это категорически не нравится власти, чтобы люди без ее разрешения, без ее отмашки и контроля самоорганизовывались, что-то могли реально сделать и, самое главное, начинали что-то от власти требовать. И этого власть не любит. Поэтому организаторы, будьте очень осторожны. В ваших рядах могут появиться, ну, они, вернее, уже есть, но могут активно начать действовать провокаторы. И неизвестно, куда это все выльется. Поэтому осторожно. Возможно, нужно ввести премодерацию сообщений на всякий случай. Потому что любое сказанное в этом чате, в этом телеграм-канале слово может использовано быть против вас. Но вы делаете, конечно, хорошее дело. Я не считаю, что оно самое эффективное, но я понимаю, что в вашей ситуации вы считаете, что лучше делать что-то, чем сидеть на месте. У меня другой подход к тому, как эффективно бороться за расчистку этой катастрофы. На будущее, увы, как я сказал, там будут переваливать аммиак на танкеры в этом же месте, и вы это не остановите, потому что это нужно государству как источник валюты. Удобрения, аммиак это источник сырья для удобрений, а удобрения нужны по всему миру. Удобрения не под санкциями, насколько я понимаю, поэтому очень серьезные люди к этому бизнесу причастны, поэтому вы не сможете противостоять этому проекту, увы. Ну и вот, осторожнее, будьте осторожны. Все. Здоровья волонтерам. Вот. Извините, у меня нет добрых слов. Очень грустно из-за того, что произошло. И такие катастрофы, к сожалению, они будут повторяться все больше и больше. А вообще нет никаких сомнений. Эти танкеры река-море, Волга, чего-то там, они постоянно то там, то сям ломаются. Не эти танкеры, так другие танкеры. Не из-за штурма, так из-за других причин. Понятно каких, да? Вот, из-за войны, конечно. Не танкеры, так емкости с какими-нибудь взрывоопасными или опасными, химически опасными продуктами. Место там очень чувствительное, этот Керченский пролив, поэтому живете вы там на пороховой бочке. Жители поселка Волна, или Темрюка, или Тамани. Много раз там отдыхал, отличное было когда-то море там, где-то в 2009-2010 годах в Голубицкой, много-много раз бывал, отлично застревал в море, когда пытался по бережку на полном приводе проехать. Пески там такие вот, серьезные. Я понимаю, почему КамАЗы не заезжают, легко могут застрять. Но готовьтесь к тому, что на любом побережье это может происходить. Если бы это произошло где-нибудь в районе Сочи или Просковеевки, или даже всего лишь Геленджика, то к этому было бы больше внимания, конечно. И убирали бы по-другому, централизованно, активнее, масштабнее. А это какая-то Анапа, где-то там. Вот. Ну вы не почувствовали свое место. Извините. Вот такой грустный получился стрим. И я считал, что нужно... Ну, не стрим, а видео. Я считал, что нужно было высказаться. Что делать? Извините, выхода нет. То есть в этой ситуации уже понятно, что заставлять власти централизованно это убирать.
Все-таки волонтеров, мне кажется, там мало, да и неэффективно они сами по себе. То есть все равно нужно подключение каких-то централизованных организаций, хотя бы, которые будут принимать этот загрязненный грунт. А видите, как, судя по видео, там и прикапывают и что угодно только делают. То есть, может быть, имеет смысл переключить все усилия на то, чтобы долбить и контролировать, не самим лопатой махать, а контролировать. Вот. И что намного больше раздражает власть придержащих, а вы и здоровье сохраните больше. Я вас беспокоюсь о людях. И, соответственно, эффективно, ну, то есть не дадите, допустим, если будете дежурить в сменах 7/24, не дадите властям возможности прикопать вот эти мешки где-нибудь в дюнах, и, соответственно, мазут оттуда потом потечет с потеплением, когда прогреется земля, и он начнет просачиваться через песок. Может быть, это надо делать. А что в смысле предупредить такие аналогичные катастрофы? Ну как? Вы реально считаете, что вы можете контролировать в должной степени мэрию Анапы или какие-то федеральные природоохранные организации надзорные? Увы, протест на коленях. Вот та роль, которую российское государство уже отвело гражданам. А все начинается с простого. Все начинается с честных выборов. Не самой процедуры голосования, а именно с честных выборов, когда любой человек может прийти и стать кандидатом в, допустим, главу города Анапы на прямых выборах главы. Не тот, который допустил вот такой вот наплевательскую уборку этого грунта и локализацию этих событий, а, допустим, какой-то другой, какой-нибудь выдающийся волонтер. Но вы можете себе представить, что какой-то волонтер выдающийся стал мэром Анапы? Ну, все равно мэр — это расстрельная должность. Значит, говорим о чем-то другом. Ну, губернаторов, кроме как через центральную власть, никто уже избрать не может. Опять же, прямые выборы отменены. То есть, и чем дальше раскладывать, тем больше вы понимаете, что, наверное, волонтеры это делают от безысходности, потому что понимают, что а что они еще могут сделать, кроме как прийти и своими руками собирать этот загрязненный грунт. Хотя КПД этих действий очень низкое. Мешки не увозят, мешки прикапывают, мешки увозят куда-то, где они создают новый очаг экологической катастрофы. Но бороться за власть может быть сейчас слишком поздно. Катастрофы, увы и ах, ребят. Любые техногенные катастрофы, инфраструктурные катастрофы, они будут только усиливаться. Современная Россия уже семимильными шагами бежит обратно в Советский Союз. Я очень хорошо помню, что даже несмотря на то, что информацию замалчивали, особенно в 90-е, когда инфраструктура Советского Союза уже стала изношенной, и в нее не вкладывали деньги, катастроф было полно. И все к этому относились как, ну, вы еще не вспомнили веерные отключения. А я очень хорошо помню, как были веерные отключения электричества, как были отключения воды ежедневные, еженочные, то есть воду подавали по часам. Представляете? Ситуацию с неработающими лифтами. Это все абсолютно будет как вот поздним СССР в начале 90-х, да, вообще все 90-е это было, когда цена на нефть была низкая, вот это все было, все. Увы, извините, такое грустное видео, вот. Но радует только одно, что люди пока еще готовы объединяться на горизонтальном уровне. Значит, какие-то шансы, ну, не совсем погрязнуть, не скатиться, скажем так, не до 1937 года, а всего лишь до 1979-го, шансы еще есть. Всего лишь туда откатиться, но не до 1937 года. Держитесь. Пока.